Масштабный торнадо в Миссисипи. Мощные торнадо в штате Миссисипи уничтожили десятки зданий и оставили особенно разрушительный след в городе Роллинг-Форк. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи сообщило, что для оказания помощи пострадавшим от торнадо были развернуты поисково-спасательные команды и дополнительные экипажи скорой помощи. Агентство подтвердило рано утром 25 марта, что 23 человека погибли, 4 пропали без вести и десятки получили ранения. Агентство предупреждает, что число жертв может возрасти. Больше всего пострадали небольшие городки в сельской местности. Там с корнем вырваны деревья, десятки тысяч домов остались без света. Мощные торнадо повлекли за собой крупные разрушения городу Роллинг-Форк на западе штата. Его мэр заявил: «Нашего города буквально больше нет». В этом сельском городке с населением всего 2000 человек, где пятая часть жителей живет за чертой бедности, десятки зданий были разрушены яростью торнадо. Торнадо обрушился посреди ночи, люди спали и не слышали сигналов тревоги. Для многих первым признаком того, что происходит что-то ужасное, был шум. Дома, где семья и друзья собирались менее 24 часов назад, готовые к выходным, превратились в руины. Деревянные рамы разлетелись на куски. Есть перевернутые стиральные машины, но невозможно идентифицировать что-либо, что могло бы быть кухней. Среди обломков есть разбросанные машины. Есть случайные детские игрушки и другие признаки жизни, которая была прожита здесь всего несколько часов назад. Небольшой город Силвер-Сити, как и Роллинг-Форк, сообщил о серьезных разрушениях, пострадали также населенные пункты Винона и Амари. Как сообщает «Голос Америки», для оказания помощи пострадавшим от торнадо развернуты поисково-спасательные команды и дополнительные экипажи скорой помощи. Начался сбор средств для оказания помощи людям, оставшимся без крова. Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что торнадо оказались особенно разрушительными примерно в 95 километрах к северо-востоку от Джексона, штат Миссисипи, где их скорость превосходила 110 километров в час. Президент США Джо Байден заявил, что федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь. «Мы будем там столько, сколько потребуется. Мы будем работать вместе, чтобы предоставить вам поддержку, необходимую для выздоровления», — сказал он в своем заявлении. Прогнозировалось, что в воскресенье в некоторых частях Алабамы и Джорджии могут обрушиться новые штормы, которые предполагают большой риск. Несмотря на то, что Национальная метеорологическая служба предупредила, что прогнозируется несколько торнадо, возможно, вчера были обнаружены выбросы, прыгающим торнадо встречается смерчем, который поднимается с поверхности только для того, чтобы снова приземлиться. Сэм Эмерсон из School метеорологии Университета Оклахомы сказал, что торнадо чрезвычайно крупного калибра подняло обломки на высоту более 30 тысяч футов.